Всем привет! Свяжем сегодня с вами вот такого солдатика. Написала я схемку этого солдата по рисункам оловянного солдатика, но решила сделать обе ножки. Вот. И так как скоро у нас праздник, 23 февраля, у нас есть время с вами, мы можем подготовиться и связать деткам вот такого вот солдатика. Пряжа у меня Ярнард джинс, который буду я вязать. Метражом 50 грамм 160 метров. Просто у меня нет бумажек, я вязать буду с остатков пряжи. Я заказала пряжу, пока она у меня идет, решила не тратить время и составить схемку и связать с вами игрушку. Значит, использую я вот белый цвет для штанишек. Цвет одежды можете также выбрать сами на свой вкус. Далее, этот цвет у меня цвет тела. Это голова и ручки, кисти. Далее выбрала такой морковный цвет для волос. Также опять смотрите сами. Цвет волос выбирайте, какой вам нравится. Черный цвет для ботинок. Ну, ботинки, я думаю, по-любому должны быть черными. Ну, там также, смотрите, можете серые выбрать. Вот цвет одежды верхний и шапочка будет такого цвета. Также красный цвет использовала. Вот такой вот, такие пряжи, значит, у меня. Далее глазки на безопасном креплении 8 миллиметров. Не было голубого, использовала зеленый цвет. Вот дальше иголочка для сшивания широким ушком, крючок 2,5, ножнички, ну и, соответственно, синтепон для набивки, такой, какой у вас есть. Дальше нам понадобится еще пластик. Значит, я взяла пластик вот такой вот с-под крышки сметаны. Вот. Ну, потому что прозрачный. Лучше прозрачный, чтобы не просвечивался там цвет. Вдруг он будет не соответствовать. Да? Вот для того, чтобы у нас шапочка была верхняя часть такая вот плоская. Будем приклеивать туда, значит, на шапочку пластик. Также пластик у меня будет использоваться и на обувь. Клеить я буду на горячий пистолет вот таким вот клеем. Вот. Будем клеить для того, чтобы не шевелился. И когда детки будут играть, чтобы форма обуви оставалась такой, какая есть изначально. Я, конечно, на шапочку буду приклеивать картон, потому что, так как это у меня образец, я буду использовать картон. Если у вас нет клея, такого, как я показала, можете использовать клей для ткани. Не советую использовать клей Момент, потому что он вонючий и все-таки ядовит. Думаю, не стоит в игрушках, которые вяжем деткам, использовать такой клей. Вяжем ножки. Начинаем вязать с ботинок. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Берем черный цвет. Шесть столбиков без накида. Стянули колечко. Второй ряд. 6 прибавок подряд. В каждый столбик по 2 столбика. Во втором ряду у нас 12 столбиков. Третий ряд. Столбики прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 18 столбиков. 1 столбик и прибавка. Четвертый ряд. 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 24 столбика. 2 столбика и прибавка. Теперь за заднюю стеночку петли мы провяжем без изменений 24 столбика. Сейчас нам надо вырезать стелечку. Стелечка у нас в диаметре 3 сантиметра. Вот приклеиваем ее сразу по центру. Вот. И продолжаем дальше вязать. С 6 по 8 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. Это у нас получается 3 ряда. 9 ряд.
6 столбиков. Дальше вяжем 6 убавок подряд за передние стеночки петли. Раз, два, 5 и 6. И 6 столбиков у нас остается, которые довязываем до конца ряда. 10-й ряд вяжем 6 столбиков. Далее 3 убавки подряд. Раз, два, 3 и 6 столбиков остались у нас, довязываем до конца ряда. В 10 ряду у нас получилось 15 столбиков. В 11 ряду 11 ряд провяжем без изменений 15 столбиков. Не довязывая до конца 15 столбик, мы вводим цвет штанишек. В данном случае у меня белый. И заканчиваем этим цветом столбик. Следующий ряд 12 мы провяжем за заднюю стеночку петли белым цветом. Черную ниточку отрежем и свяжем 2 краюшка. Вяжем за заднюю стенку петли 15 столбиков белым цветом. Выполняем ботиночек так, чтобы у нас вот здесь вот выравниваем, да, вот этот носочек, а тут стараемся, чтобы не выпуклая часть была, а более ровней. Вот именно, чтобы приобрести форму обуви. Стараемся наполнять именно так. С 13 по 26 ряд мы будем вязать без изменений 15 столбиков. Продолжаем вязать по кругу. Первый столбик. Это у нас 13 ряд. И так вяжем по 26 ряд без изменений. Уже дальше вяжем за обе стенки петли высоту ножки. Параллельно наполняем ножку. Мы можем сразу за передней стеночки петли провязать один ряд столбиков без накида черным цветом. Присоединяем ниточку, и там, где у нас остались передние петельки, провяжем. Пока не наполнили ножку, удобнее будет, мне кажется. Значит, присоединились, стянули ниточку и в эту же петелечку провязали один первый столбик. Итак, в каждую полупетельку мы провяжем по одному столбику. Так мы делаем край ботиночка. Обработали край ботинка, и он будет таким вот. Провязали и делаем соединительный столбик с первым столбиком. Ниточку отрезаем. Я предлагаю вот эту часть здесь вот привязаться и убрать ниточку вовнутрь. Вот здесь просто мы привяжемся, так, присоединимся, где-нибудь тут зафиксируем ниточку, сделаем узелок и уберем ниточку вовнутрь. Наполняем затем ножку. Такой вот ботиночек. Тут у нас ниточка лишняя. Немножко торчит. Уберем ее. Наполняем ножку. Вяжем так вторую ножку.
На первой ножке нить отрезаем, на второй оставляем. Теперь будем соединять. Берем ножки так вот, прикладываем друг к дружку так, чтобы носочки у нас смотрели в разные стороны немного, чтобы вот здесь вот они, как бы у него вот такое вот было между ними, да, вот сводим так, чтобы уже вот за подлицо все стало вот так ровненько. Вот, как раз у нас тут выходит ниточка там, где нам надо. Значит, что мы делаем? Мы берем эти две ножки, будем соединять соединительными столбиками вместе. Мы не будем делать воздушные петли, а просто присоединимся. Значит, вот мы смотрим, да, вот наш столбик откуда выходит, последний, да, вот он параллельно этому, мы его пропускаем, потому что вот следующие два столбика, которые вместе, мы их соединительными столбиками соединяем вместе, соединительным столбиком. Вот. Раз. Следующие два столбика, которые вот рядышком вместе на первой и второй ножке. Так, берем соединительным столбиком, соединяем. И третий раз мы соединяем. То есть 3 столбика провязали соединительными столбиками. Они у нас считаться не будут. Итак, у нас осталось на одной ножке 12 и на другой. Вот и провязываем 12 столбиков по одной ножке. Провязали. Теперь беремся за вторую ножку. Смотрим внимательно. Те столбики, которые у нас соединительные были, их пропускаем. Последний столбик, находим его и провязываем на второй ножке также 12 столбиков. Провязали 24 столбика у нас в ряду. Теперь мы этот ряд как бы не считаем, мы просто присоединились. Дальше будем считать. Начнем с первого ряда. Значит, с 1 по 6 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. Это мы начинаем вязать тело, поэтому мы ряды будем начинать с первого ряда, отсчет вести. Вяжем так по 6 ряд. Провязали. Последний столбик, не довязывая до конца, отрезаем ниточку и будем присоединять цвет кителя. Итак, присоединяем цвет. И провяжем этим цветом 24 столбика, один ряд. Это у нас будет 7. Присоединились. За заднюю стеночку петли сделали соединительный столбик. Затем этот же столбик мы провяжем за обе стеночки. То есть немного сгладим переход. И продолжаем вязать за обе стеночки 24 столбика. Провязали. Не забудьте связать два края ниток вместе. Теперь 8 ряд провяжем за заднюю стеночку петли 24 столбика. Провязали. Теперь с 9 по 12 ряд 4 ряда мы провяжем без изменений 24 столбика. Можем потихонечку уже наполнять тело. 13 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. Далее вяжем 11 столбиков без накида. 11 столбиков прибавка.
прибавка. И 3 столбика у нас остаются до конца ряда. 14 и 15 ряд. В этом ряду у нас получилось 26. 14 и 15 ряд вяжем без изменений 26 столбиков. 16 ряд вяжем 8 столбиков и убавка. 2, 3, 8 столбиков, убавка. Далее вяжем 11 столбиков без накида и убавка. 11 столбиков, убавка. И 3 столбика довязываем оставшиеся. Итак, в ряду у нас осталось 24 столбика. 17 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас останется 18 столбиков. 2 и убавка за передней стеночки петли. Так повторяем 6 раз. 17 ряд, 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза. И в ряду у нас останется 15 столбиков. 2, 3, 4 и убавка. Последний столбик, не довязывая до конца, вводим красный цвет. И этим цветом заканчиваем ряд. Вернее, довязываем столбик. Ниточку отрезаем вот эту. И вяжем за заднюю стеночку петли 15 столбиков красным цветом. Дальше 20, 21 и 22 ряд мы провяжем без изменений 15 столбиков. Отрежем ниточку и спрячем. Вот довязали. Соединительный столбик, следующий столбик и отрезаем ниточку. И спрячем ее вовнутрь. Вяжем руки, берем нить телесного цвета и в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок подряд. В каждый столбик по 2 столбика. И во втором ряду у нас 12 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. Шестой ряд 10 столбиков провязываем и в конце делаем одну убавку. 10 столбиков, убавка. Седьмой ряд вяжем 3 столбика без накида, 2 убавки подряд за передние стеночки петли. Вторая убавка. И остается у нас 4 столбика до конца ряда довязываем. 3, 4. Четвертый столбик я оставляю недовязанным до конца. Беру цвет манжета. На рукаве будет у нас манжет красного цвета. И заканчиваю столбик этим цветом. Дальше
С 8 по 11 ряд мы провяжем красным цветом. Сначала мы провяжем первый столбик для того, чтобы немножечко сравнять переход. И свяжем дальше. Ниточку эту обрезаем и связываем два краюшка, два кончика. Итак, вяжем 4 ряда красным цветом. Можно потихоньку уже параллельно наполнять. Провязали 11 ряд. Последний столбик не довязывая до конца, вводим цвет рукава. Он у нас как цвет самого кителя. Значит, также мы свяжем первый столбик для того, чтобы немного сгладить переход. Соединительный столбик за заднюю стеночку петли и за обе стеночки провязываем этот же столбик. Теперь мы должны провязать 2 столбика и прибавка повторить 3 раза. Это уже первый столбик, второй, прибавка, раз, два, прибавка, второй раз и третий раз, раз, два, прибавка. И в ряду у нас 12 столбиков. Давайте мы ниточку эту красную отрежем и свяжем кончики, чтобы не распуталось. 13 ряд, 5 столбиков и прибавка, 2, 3, 4, 5, прибавка и 6 столбиков у нас осталось. Довязываем до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6. И в ряду у нас 13 столбиков. Теперь с 14 по 19 ряд мы провяжем без изменений 13 столбиков. Наполняем ручку. Наполняем ее так, чтобы вверху у нас было посвободнее, не сильно плотно было кверху. И вяжем дальше 20 ряд, последний. Вяжем 6 убавок подряд и 1 столбик у нас, который остается в конце, тоже провязываем. И в ряду у нас останется 7 столбиков. Закончили вязание, делаем соединительный столбик в следующую петелечку и отрезаем ниточку для пришивания. Вяжем так аналогично и вторую ручку. Далее вяжем голову. Голова. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок подряд. В ряду 12 столбиков. Берем маркер, ниточку контрастного цвета, третий ряд. Третий ряд, столбик и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 18 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 24 столбика. Я буду вязать этот ряд со смещением, поэтому вяжу я сначала 1 столбик, затем прибавка. И далее вяжу 2 столбика и прибавка. Повторяю 5 раз. После последней прибавки у меня остается 1 столбик. Довязываю его, провязываю его. Следующий ряд, 5,
3 столбика и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду 30 столбиков. Этот ряд я вяжу как обычный ряд с прибавками. 3 столбика и прибавка. Три столбика и прибавка. Шестой ряд 4 столбика и прибавка, также вяжу со смещением. Значит, провязываю 2 столбика и прибавка. И далее 4 столбика и прибавка, повторяю 5 раз. 4 столбика и прибавка, повторяем 5 раз. И в конце остаются 2 столбика, которые довязываем. И в ряду в шестом у нас 36 столбиков. Теперь с 7 по 15 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков, то есть 9 рядов. Теперь вставляем глазки. Отсчитываем 10 рядов. Между 10 и 11 рядом у нас будут располагаться глаза. А между глазами у нас будет 7 столбиков. Отсчитываем 7 столбиков и вставляем глазки между 10 и 11 рядом на расстоянии 7 столбиков между глазами. 16 ряд 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас останется 30 столбиков. Я буду делать этот ряд убавки со смещением, поэтому я вяжу 2 столбика, убавка, далее 4 столбика и убавка, повторяю 5 раз. 3, 4, убавка за передние стенки петли. Ну и после последней прибавки у меня остается 2 столбика. Дальше 17 ряд. 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 24 столбика. Здесь я вяжу как обычные убавки. 3 столбика и убавка. Не забываем зафиксировать там серединку. Наполняем голову и продолжаем вязать. 18 ряд, 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 18 столбиков. Опять же, я этот ряд провяжу со смещением. Столбик и убавка в начале. Затем 2 столбика и убавка, повторю 5 раз. 2 столбика и убавка. После последней убавки у меня остался 1 столбик. 19 ряд. Столбик и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду останется 12 столбиков. Здесь вяжем как обычно. Столбик и убавка. Последний ряд у нас 20, 6 убавок подряд. И в ряду остается 6 столбиков, которые мы затем стянем отверстие. Так, вяжем 6 убавок подряд. Не забудьте только дополнить голову, если нужно. Провязали, оставляем ниточку побольше, потому что будем пришивать голову. Вытягиваем ее и за передние стеночки петли протягиваем ее сквозь 6 столбиков, которые у нас остались, и стягиваем отверстие. Вот, продели сквозь 60 столбиков, стянули отверстие. Вот такая вот у нас получилась голова. Сейчас сделаем утяжку, глаз, такую небольшую, и вышьем носик. Берем ниточку этого же цвета. Так, выводим иголочку где-нибудь сзади между столбиками. Оставляем хвостик. Вводим здесь под глазом.
И выводим к следующему глазу. Наверх и ну, где-нибудь здесь, под глазиком. И выводим сюда, к этой ниточке. Вытягиваем глазки. За обе ниточки тянем. Утянули и связали тут 3-4 узелка, чтобы не распустилось. Значит, оставила я ниточку эту. Буду этой ниточкой вышивать носик. Вывожу, значит, иголочку буду выводить сюда же. Итак, располагать носик я буду под глазиком. Беру вот этот вот ряд. И вот этот вот ряд у меня будет располагаться на нем нос. Значит, вот здесь. Вывожу иголочку, значит, на один столбик в сторону от глаза. Так, значит, вот здесь выводим иголочку. И носик будет располагаться. Ширина носика будет 4 столбика. Раз, два, три, 4. 4, вот. И вышивать будем столько, сколько нужно. Я не считаю эти стежочки, которые буду делать. Смотрите, сколько вам надо будет, вот, чтобы нос был виден. Столько и вышивайте. Ну вот, я думаю, достаточно. И выводим ниточку где-нибудь сюда. И тут ее зафиксируем, так как она, эта часть головы будет у нас спрятана. Все, носик готов. Эту ниточку сейчас укоротим и спрячем. Вышиваем бровки. Я взяла ниточку, разделила ее пополам. Получилось по 2 ниточки. Можно взять мулине нитку. Вот, черного цвета. Итак, ввожу. Сделала узелок на кончике. Между столбиками вывожу. И буду располагать над глазом. Раз, два столбика отсчитала. И вот вывела вот параллельно глазу. 2 ряда, вернее. 2 ряда отсчитала и вывела параллельно. Вот. Дальше. Вывожу на ряд ниже. Также параллельно глазу, но он получится чуть-чуть больше. Это у меня раз, два, 3 столбика. На ряд ниже, 3 столбика в сторону. Вот. Вывожу, значит, на вот один столбик отсчитываю и вывожу сюда ниточку. Чтобы у меня немножечко серединка приподнялась. Чуть-чуть. Вот. Также и сюда же обратно вот захватила эту ниточку, да, она мне получается вот она сверху, это под низом. Ввожу сюда, сюда же откуда вывела, и к следующему глазу. Также параллельно глазику. Отсчитываем раз, два, 3, спускаемся на ряд ниже,
И здесь один столбик. На ряд выше выходит ниточка. Также под ниточкой у меня иголка. Также вот сюда же вывожу. И здесь где-нибудь ниточку эту зафиксирую. Здесь он получается, благодаря этому немножечко серединка приподнялась у нас. Фиксирую тут ниточку и прячу. Вот. Вяжем волосы. Я связала круг обычный. Не стала на камеру показывать, потому что это обычный круг. В кольцо набираем 6 столбиков. Первый, второй ряд у нас 6 прибавок подряд. Затем столбик и прибавка. Затем 2 столбика и прибавка. 3 столбика и прибавка. И последний ряд 4 столбика и прибавка. Провязываем такой обычный круг. И дальше мы вяжем так. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и набираем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Начиная со второй петли от крючка, мы провяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Следующий столбик делаем соединительный столбик. И опять набираем 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И точно так же провязываем. Начиная со второй петли от крючка, вяжем 6 столбиков по цепочке. И так мы по кругу в каждый столбик, делая соединительные столбики, мы будем провязывать вот такие вот волосики, имитировать кудри. По кругу. В следующий столбик соединительный столбик, 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И так вяжем по кругу. Провязала я последнюю воздушную петлю и делаю соединительный столбик. Вот здесь у нас была воздушная петля первая. И смотрите, если вы будете пришивать, то отрезайте ниточку побольше, чтобы вам хватило пришить ее по кругу. Если нет, то мы приклеиваем. Приклеиваем, значит так. Сделала соединительный столбик, отрезаем ниточку. Вот. Стягиваем, это мы будем прятать. Ниточка у нас спрячется. Вот, приклеиваем. Приклеивать буду я, вот, исходя из того, что вот так вот у меня челочка будет здесь, чтобы не сильно длинная она здесь легла. Вот остальное все ляжет назад. Вот так вот получится волос. Приклеится. Вот я приклеила волосики. Можно каждый волосик еще чуть-чуть до серединочки, например, приклеить, приложить, чтобы он так вот прилегал, да, по желанию. Чтобы чуть-чуть вот кончики как бы торчали, остальное все приклеить. Вот. У меня клей закончился, поэтому я вот приклеила только вот серединку и чуть-чуть буквально по краю прошлась. Итак, можно пришить, как я говорила, да, либо приклеить. Теперь свяжем шляпу. Итак, шапка. Точно так же мы вяжем обычный круг. В кольцо набираем 6 столбиков. Второй ряд 6 прибавок подряд. Третий ряд столбики прибавка. Затем 2 столбика и прибавка, 3 столбика и прибавка, 4 столбика и прибавка, 5 столбиков и прибавка и 6 столбиков и прибавка. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Провязали круг, вырезаем, берем либо пластик, либо картонку толстую. Но я взяла пока картонку. Диаметр этого круга получился 5,5. Вот. Вырезали. И, ну, мы приклеим чуть попозже, просто подготовим такой круг. Следующий ряд будем вязать за задние стенки петли. Значит, 9 ряд за заднюю стеночку петли мы провяжем 48 столбиков, так как у нас в 8 ряду
48 столбиков получилось. За заднюю стеночку петли вяжем 48 столбиков. Далее 10, 11 и 12 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков. То есть 3 ряда вяжем без изменений. Так, провязали. И сейчас надо будет нам приклеить серединку, потому что потом у нас начнутся убавки, и нам будет неудобно вставлять. Если у вас пластик, то, может быть, его, может быть, погнуть можно будет и вставить. А вот если картонка, то будет сложно. Поэтому сейчас мы приклеиваем к серединке, чтобы верхушка у нас была плоская, такая ровная. У кого картонка, у кого пластик. Приклеили, вяжем дальше. Значит, 13 ряд, 6 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду остается 42 столбика. Я буду этот ряд вязать. Так, 3 столбика, 3 столбика, убавка. Затем 6 столбиков и убавка, повторю 5 раз. 3, 4, 5, 6. И убавка. Ну и в конце 3 столбика довязываю до конца ряда. Следующий 14, с 14 по 17 ряд мы вяжем без изменений, которые получились в данном ряду 42 столбика. То есть вяжем 4 ряда без изменений. Следующий ряд у нас 18, 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 36 столбиков. 3, 4, 5 и убавка. Убавки у нас за передние стенки петли. Дальше с 19 по 23 ряд вяжем без изменений 36 столбиков, то есть 5 рядов. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Ниточку эту спрячем, потом спрячем, поворачиваем шапочку так, чтобы у нас вот эта часть была сзади. Будем сейчас вязать козырек. Козырек у нас будет располагаться на 16 столбиках, то есть примерно вот так вот отсчитайте 16 столбиков, чтобы они легли посерединке. И начинаем. Значит, 8 с одной стороны, 8 с другой стороны. Отсчитайте. Итак, отсчитали. Присоединяемся за переднюю стеночку петли. Первый ряд козырька мы провяжем за переднюю стеночку петли, чтобы козырек имел у нас такую форму, приобрел как надо, чтобы он не просто шел ровненько, а немножечко как бы смотрел параллельно шапочке. Поэтому присоединяемся. В этот же полустолбик мы провяжем 1 столбик. Это будет у нас первый столбик. Итак, мы провяжем еще 2 столбика. Это первый. Далее за переднюю стеночку петли второй. Третий столбик. Следующий столбик мы вяжем прибавку. В полустолбик, вернее. Прибавку. Следующий полустолбик. Далее опять вяжем за переднюю стеночку петли 3 столбика. Параллельно прячем ниточку. 2, 3. Прибавка, полустолбик. Далее опять вяжем 3 столбика без накида за передней стеночки петли. 2, 3. Далее прибавка. И 4 столбика провязываем. Раз за передние стеночки, 2, 3, 4. Провязали. Воздушная петля подъема, поворот. Будем вязать вот так вот, поворачивая вязание. Итак, пропускаем первый столбик. Воздушную петлю мы не считаем, смотрим на столбики наши. Первый пропускаем, начиная со второго.
столбика мы вяжем 16 столбиков без накида. 2. Уже за обе стеночки петли. 3, 4, 5 и 16 столбик. В конце делаем убавку. За обе стеночки петли делаем убавку. Вытянули рабочую нить и с последнего столбика вытягиваем рабочую нить, убавка. Воздушная петля подъема, поворот. Третий ряд пропускаем также. Первый столбик пропустили. Вот он у нас отсюда, если смотреть, да, с лицевой стороны, вот. То есть воздушная петля, да, по петелечкам, если смотрите. Вот этот первый, вот второй. Начиная со второго столбика мы провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Далее 6 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка, следующий столбик. Далее опять вяжем 3 столбика, 2, 3 и в конце у нас убавка за обе стенки. Вытянули рабочую нить и все петелечки на крючке провязали. Воздушная петля подъема, поворот. Последний ряд у нас 4. Пропускаем опять же один столбик и в следующий. Смотрите, вот это воздушная петля, это первый столбик, вот второй. Начиная со второй петли мы провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6 и в конце провязываем убавку. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем. Вот такой вот у нас будет козырек. Теперь нам надо украсить эту шапочку, как украшена она у солдатиков этих. Для этого мы берем красный цвет. Я беру красный цвет, кто-то может взять рыжий. Там, я думаю, не обязательно именно красный. Ну, я вот решила именно красный сделать. И набираем цепочку воздушную. Из воздушных петель, вернее, цепочку набираем. Тут уже будем ориентироваться, сколько нам нужно, уже примеряя. Потому что точно не скажешь здесь. Здесь уже только примерять. Поэтому набираем цепочку определенное количество петель воздушных и будем примерять. Вот, а примеряем мы как? Значит, у нас вот это вот такое вот украшение, не знаю, как оно называется на этой шапочке, но, в общем, как украшением будет служить. У нас вот козырек у нас заканчивается, да, вот примерно где заканчивается козырек, у нас здесь ляжет край. Далее у нас вот так вот воздушная петелечка вот сюда в серединочку козырька присоединится. И точно так же здесь, вот где край. И поэтому мы вот так вот примеряя, смотрим, сколько нам нужно воздушных петель. Итак, я не сказала, вначале мы оставляем хвостик, потому что будем этот край пришивать. Оставим хвостик для пришивания. Вот так вот я наметила сразу, чтобы показать вам, как это должно выглядеть. И здесь оставляем хвостик, чтобы пришить этот край. Ну и этим хвостиком мы здесь в шапочке, так как шапочка у нас пришивная, мы пропустим снизу и вот здесь тоже подцепим, чтобы держалась. Вот. Вот такое вот будет украшение. И нужна будет нам еще кисточку повесим с одной стороны. Вот кисточку как мы сделаем? Из этого же цвета на 2 пальца наматываем определенное тоже количество ниточек. Там уже смотрите по толщине кисточки, какую бы вы хотели. Ну давайте я вам скажу, может вам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я думаю, достаточно будет. Вот 14 раз обмотала я.
отрезали. Затем беремся вот так и здесь перерезаем. Вот, свяжем, потом отрезаем ниточку. Отрезаем ниточку посерединке, перевязываем кисточку, так вот определяем, да, поровну. Связываем здесь. Вот связала я, ну, сделала узелок, 2 раза связала. Вот теперь вот здесь вот нам надо тоже связать. Мы сделаем так. На палец вот так вот я наматываю, вытягиваю ниточку. 1 и 2. Если она плохо держится, например, не стянулась, можно еще раз связать. То я возьму вот эту ниточку, значит, вот здесь сделаю вот так вот узелок, чтобы она уже не распустилась. Вот и все, будет держаться. Далее вот эти вот краешки мы подровняем. Такая вот кисточка. И вот сюда, чтобы она немножечко болталась, вот так вот привяжем. Вводим иголочку здесь, аккуратненько вот тут вот, выгибая, вытягиваем немножечко, чтобы цепочечка здесь показалась. Вот. И привяжем вот так. Значит, беремся за шапочку и в цепочку, чтобы она у нас обратно не вылезла и не торчала ниточка именно, да, чтобы цепочка оттуда выходила. Здесь вот так вот связали и за цепочку, и все. И здесь вот мы зафиксируем, сделаем узелочек где-нибудь. Можем сюда же. Все. Привязали, пришили, да? Также мы сделаем и с этой стороны. Кисточку я пришью вот сюда. Ну, вот где вот вышло, вот это с левой стороны получается, да, если смотреть вот так. Если смотреть лицом, то справа. Также здесь зафиксирую, но оставлю немножечко хвостик. Не знаю, там по высоте, чтобы кисточка, ну вот, можно до края шапочки не доходила немножко. Вот так вот, чтобы висела. Вот так вот мы ее внутри и зафиксируем. Ну вот, спрятали все ниточки. Вот такая вот шапочка получилась. Я голову, волосы решила пришить, так как я говорила, у меня клей закончился, не приклеила, я решила их пришить. Каждую волосик пришить, чтобы осталось вот так вот, прикручено немножечко краюшки. Можно было чуть меньше, больше оставить, ну, я оставила так, не знаю. Вот смотрите сами, да, на свое усмотрение, насколько хотите, чтобы волос как бы шевелился, да, вот только и пришивайте. Хотите, оставляйте все волосики. Вот, но я пришила их, чтобы они держали. Теперь мы пришьем сразу, давайте, шапочку, прикладываем ее, ну, естественно, синтепоном сейчас мы набьем ее, чтобы она не была пустой, не мялась. Итак, вот я набила синтепоном, сильно не распихала, чтобы шапка осталась, как бы имела форму шапки, а не шарика. Разместила так, чтобы немножечко вот эта вот кепочка, вернее, козырек, чуть-чуть как бы больше был, чем волосы. Ну, как-то так разместила по кругу, зафиксировала иголочками. Сейчас буду пришивать. Ну вот, пришила шапочку по кругу. Начала пришивать я от козырька отсюда и шла по кругу, довязала до сюда. Дошила, вернее, до сюда.
Дальше я пришила еще здесь, чтобы шапочка не приподымалась. В 3 местах пришила прямо к голове. Вот. Ну все, значит, голова наша готова. Дальше пришиваем руки. Так, вот я пришила ручки. Расположила я их просто параллельно друг к другу. И так вот, параллельно ножкам. И смотрите, дальше, вот они, так как они отопыриваются, да, я не знаю, хотите, оставляйте так. Но я хочу их немножечко вот тут вот пришить, чтобы они чуть-чуть были прижаты к телу. Поэтому ниточку эту я выведу где-нибудь здесь, когда пришила вторую ручку. Вот. В каком месте я, например, решила притянуть руку, вот туда я и выведу ручку, эту ниточку посередине. И здесь просто вот так вот. Можно просто пару раз достаточно будет держаться. Стянуть и все. Так вот, за столбик, за ножку столбик. Еще разочек. И также выведу к следующей ручке. Вот она как бы не сильно, но хотя бы не будет в растопырку. Рука будет прижата. Можно ниже. Можно вообще вот здесь вот пришить, чтобы они без движения были ручки. Ну вы же смотрите сами. Можно вот так вот, чтобы по швам были руки и все. Но если вы решите пришить здесь ручки, для начала надо будет нам связать, удлинить немножечко одежду верхнюю. Присоединяемся ниточками, ниточка здесь, где у нас переход. И просто без прибавок и убавок мы провяжем там определенную длину. Присоединились и параллельно будем прятать ниточку. Вот за наши вот эти вот столбики, которые передние полупетельки остались, провяжем, пряча параллельно ниточку. Столбиками без накида вяжем. Можно сначала провязать, а потом уже ручки эти зафиксировать, чтобы они вам не мешали. Это я пришила, мне чуть-чуть, конечно, будет мешать, но ничего. Так как я пришила не сильно низко, я смогу. Вот, вяжем, значит, так по кругу. Шесть рядов связали, заканчиваем вязать двумя соединительными столбиками кофточку. Соединительные столбики, ниточку отрезаем. Если вдруг вы не хотите удлинять одежду верхнюю, то вы можете оставить так, как есть. Штанишки и короткая просто у вас будет верхняя одежда. Сейчас мы свяжем пояс и 2 ремешка, которые вот так вот пришьются крест-накрест на теле. Набираю цепочку из воздушных петель. Оставляю кончик, потому что снизу я ее тоже буду пришивать, чтобы дополнительно не брать нитки. Значит, набираю цепочку по длине, чтобы хватило. Буду вот так же прикладывать. Значит, у меня будет вот сюда, здесь перейдет, и здесь тоже перекрест, вот до сюда. Мне надо связать цепочку. Вот провязала я количество петель, которые мне достаточно, чтобы вот пришить вот так вот крест-накрест. Такой вот ремешок сейчас будем вязать. Дальше мы провяжем ряд столбики без накида по цепочке. Так, пропускаем одну петлю от крючка и со второй петли от крючка мы провяжем по цепочке столбики без накида. Вот такой вот ремешок получается у нас. Он пришьется. Вяжем второй ремешок. Точно так же. Отчитайте количество петель, которые вы здесь на первом
связали, да, воздушных, и столько же сделайте, чтобы одинаковые получились. Значит, у меня получилось 28 воздушных петель. Я провязала. Второй делаем соединительный столбик так, и отрезаем ниточку. Эти два края мы свяжем, одну ниточку спрячем, а другой ниточкой будем пришивать. Провязали ремешки. Теперь нам ремешок, поясок нам надо. Вот он будет вязаться так же, но мы сделаем его пошире, я думаю. Мы свяжем. Сейчас мы провяжем, наберем цепочку из воздушных петель. Сейчас я посмотрю, если достаточно размера этого, то наберу только же. Да, мне этого хватает, поэтому я и на поясок наберу 28 воздушных петель. Тут, конечно, я не оставляю, я уже потом в конце оставлю кончик для этого пришивания. Так я просто вот эту ниточку, чтобы можно было, удобно было спрятать, оставьте такое расстояние, чтобы не совсем короткое было. Вот я наберу 28 воздушных петель. А поясок, чтобы был пошире, после того, как по цепочке я провязала, в последнюю петелечку цепочки я провяжу 3 столбика, разворачиваем вязание, и с противоположной стороны тоже провяжем по цепочке ряд столбики без накида. Только я вяжу, смотрите, не за обе беру серединку и долечку петли, да, а только за краешек. Оставляю серединку, чтобы не было дырки. Эта серединка будет прятать. А если мы будем вязать две вместе, у нас тут дырка будет такая большая. Поэтому беремся за долечку петельки и по цепочке довязываем до конца столбики без накида. Вот. А последнюю мы провяжем 2 столбика. Вот ниточку тут уже отрезаем подлинней, чтобы пришить по кругу. Мы будем ее пришивать. Я, наверное, буду пришивать не серединку, чтобы она не оттопыривалась, да, вот эти вот края, а именно за цепочку здесь и здесь. И поэтому я отрежу достаточной длины, чтобы хватило мне и так пройтись по кругу. Я всегда отрезаю чуть больше. Лучше пусть останется, чем будет не хватать. Так, провязали мы, значит, ремешки и пояс. Теперь будем их пришивать. Вот. Сначала пришьем вот эти ремешочки, а сверху уже пришьем поясок. Прикладываем. Вот и смотрите, как вы хотите. Хотите, чтобы цепочка была с краю, с одной стороны. Ну, она у нас так и получится. Либо, в общем, лицевой стороной ложите кверху. У вас получится с одной стороны цепочка с краю, а с другой стороны цепочка будет с внутренней стороны. Ну, оно так не сильно и заметно, что так получается, чтобы лицевая сторона была сверху. Вот и таким вот образом мы пришьем. Здесь у нас будет крестик, и тут крест-накрест пришиваем. Вот так. Вот, пришили, значит, ремешки, поясок. Можно вот здесь пришить, чтобы не ездила вот это. Я что-то не пришила, но ничего, можно поправлять будем. Осталось нам пришить голову, и все, и наш солдатик готов. Я думаю, голову мы пришьем сами, правильно? Можно не на камеру это делать, тут несложно. Наполняйте тело. Вот, если мешает здесь синтепон, можете здесь пока оставить недополненным шейку. Потом оставляете немножечко пространства и дополняете уже синтепоном до конца шейку, чтобы она плотненькая была. Вот, и все, и наш солдатик будет готов. Ну вот, солдатик наш готов. Я взяла румянами, немножечко обработала щечки. Носик слегка этими же румянами подкрасила, чтобы чуть-чуть хотя бы был он заметен на фоне лица, так как мы вязали этим же цветом. И слегка этими же румянами в виде карандаша, чтобы не стирались, да, вот, тоже слегка провела по ним. Чтобы такое вот не совсем заметно, чтобы было, но было видно, что есть ротик. Вот таким вот образом я обработала лицо. Вот и все, солдатик готов. Спасибо за просмотр. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, что понравится такой подарок деткам. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.